Главные новости сегодняшнего дня. Собственный канал и радиостанция комитета начнут свою работу уже в июле этого года. Об этом сегодня официально сообщил заместитель организации известный актер Александр Домогаров. По словам Александра Юрьевича Домогарова, телеканал и радиостанция будут доступны для жителей Российской Федерации и ближнего зарубежья. Предварительное начало работы 3 июля текущего года. В Москве был арестован музыкальный директор певицы Надежды Кадышевой, а сама артистка должна будет отчитаться о своих доходах за последний год перед налоговой полицией. Появилась информация, что Надежда Кадышева не доплатила в государственную казну за последний год более 70 миллионов рублей. Сама народная артистка Российской Федерации Надежда Кадышева пока никак не комментировала данное событие. Накануне вечером в Дагестане, в городе Хасавюрте, трагически погиб легенда российского спорта, многократный чемпион Российской Федерации, трехкратный чемпион Олимпийских игр и чемпион мира по вольной борьбе Бубайсар Сайтиев. По данным прессы, 50-летний мужчина выпал с 4-го этажа многоэтажного здания. Как рассказывает супруга спортсмена, в момент трагедии ее муж занимался домашними делами и убирался на балконе. Совсем недавно у многократного олимпийского чемпиона появились проблемы с сердцем. По всей вероятности, у него закружилась голова, и он выпал с балкона. Бубайсар Сайтиев был настоящей легендой российского спорта. Он несколько раз признавался самым лучшим борцом не только Российской Федерации, но и всего мира. Известный певец Филипп Киркоров заявил о своем желании прекратить и полностью закончить концертную деятельность. По словам 56-летнего артиста, в последнее время ему тяжело даются многочасовые перелеты, концерты и репетиции. Как сообщает сам Филипп Бедросович Киркоров, после окончания активных музыкальных гастролей он собирается стать ведущим на телевидении или посвятить себя театральной деятельности. Большая потеря в мире российского кинематографа и культуры. Сегодня поздно ночью ушел из жизни известный советский и российский актер, режиссер и театральный деятель Михаил Макеев. Михаил Макеев хорошо известен широкому зрителю по одной из главных ролей в сериале «Ищейка». Михаилу Макееву было 72 года. Причина смерти – остановка сердца. Михаил Макеев снимался в таких известных фильмах и сериалах, как «Ищейка», «Батальоны просят огня», «Ночь на размышления». Он также поставил несколько известных проектов и спектаклей «Адъютанты любви», «Татьянин день» и многие другие. Известный артист юмористического жанра Максим Галкин был переведен на стационарное лечение. Артистом вплотную занимаются ведущие врачи Кипра и Израиля. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько недель назад у Максима Александровича было диагностировано серьезное заболевание под названием СПИД. Максим Александрович пока не прекратил концертную деятельность, однако, по словам родных и близких, состояние известного артиста ухудшается. Комитет Михалкова, Следственный комитет и прокуратура Российской Федерации отклонила прошение легендарного композитора Александры Пахмутовой с просьбой освободить известного певца Прохора Шаляпина из-под стражи. Прокуратура Российской Федерации выразила глубокое уважение Александре Пахмутовой, но при этом отметила, чтобы Александра Николаевна не вмешивалась в дела следствия.
Отметим, что несколько дней назад Александра Пахмутова попросила освободить Прохора Шаляпина из следственного изолятора. Она заявила, что известный артист не выдержит подобных испытаний. Однако в связи с тем, что Прохор Шаляпин обвиняется в нескольких преступлениях, среди которых нападение на саму Александру Пахмутову, а также чрезвычайное событие в зоне СВО, когда Прохор Шаляпин без разрешения командования покинул свою группу, Прохор Шаляпин будет привлечен к уголовной ответственности. Против семьи известного общественного деятеля Сергея Собянина было возбуждено второе уголовное дело. На этот раз дело касается родного брата, сестры и жены Сергея Собянина. Ну а накануне в их квартирах в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Волгограде прошли очередные обыски. Обыски дали положительные результаты. Помимо важных документов и ценных бумаг были обнаружены банковские квитанции, которые полностью доказывают вину Сергея Собянина и его близких. Удалось доказать, что только за последние 3 месяца Сергей Собянин и его родные перевели за рубеж более 23 миллионов долларов. Эти деньги должны были принадлежать российским пенсионерам и государству. Помимо этого удалось установить, куда были и отправлены данные финансовые средства. Все банковские счета находятся в зарубежных странах, и по документам они принадлежат близким родственникам и друзьям Сергея Собянина. По предварительным данным удалось установить, что эта колоссальная денежная сумма поступила более чем на 24 банковских счета. Глава комитета Никита Сергеевич Михалков заявил, что задача номер 1 в самые кратчайшие сроки вернуть обратно данные финансовые средства. Отметим, что Сергеем Собяниным впервые заинтересовались Следственный комитет и команда Никиты Михалкова в конце прошлого года, ведь пенсионерам Московской области не была выплачена добавочная добавка к пенсии, так называемая 13-я пенсия. Однако позже оказалось, что данные денежные средства осели в карманах Сергея Собянина. Известный общественный деятель просто не доплатил деньги пенсионерам, а присвоил их себе. Президент присвоил звание Героя труда Российской Федерации известному советскому и российскому композитору, актеру, народному артисту России Александру Зацепину. Александру Сергеевичу Зацепину в этом году исполняется 98 лет. Сегодня день рождения у известной советской и эстонской певицы Анны Вески. Анне Веске исполняется 69 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.